Порошок имбиря? Да, порошок продают тоже. Порошок имбиря. Привет, друзья. Крит Ретимна, выезжаю в баню. Так вот, Война войной, а мыться надо. И сейчас мы разговариваем, и Руслан говорит, я часто с утра. Что ты пьешь? Чеснок и... прожую чеснок, имбирь в чае тоже. Но имбирь-то не каждый день, а чеснок Нет, часто, да? Каждый день чеснок. А. И вот когда начался тут коронавирус, это уже года 2, наверное, когда там 19-й год, ты меня можешь поправить, уже тут запутался, все тут идет в каше. И всякие, то есть, значит, смотрите больше соцсети. И посоветовал. Имбирь, и никаких проблем не будет у вас. Вот. И я тут же в магазин, имбирь. Никогда в жизни имбиря не ели, и его во все. Там, что не кушал, везде имбирь. Короче, напихал имбирь везде. У первой у меня у жены, говорит, слушай, у меня горло воспалилось. А оказывается, имбирь и дает, когда его много, дает воспаление. То есть и не всем и не всегда нужен имбирь. Воспаление легкое, хорошо, это зверобой. Вот, не, как-то дает воспаление горла, слизистой там какой-то. Сейчас, друзья, мы выезжаем в баню, справа у нас проехали церковь, и вот там справа видна грамма, одна очередь. У нас и поворачивать камеру не вижу, это стоят за бесплатным тест на коронавирус, и очередь, наверное, метров 50. То есть на самом деле проблемы остаются. Сейчас где-то так тоже в новостях видел, что опять где-то вспышки какие-то. Но у меня по знакомым какие-то есть такие простуды, как-то люди болеют, но без осложнений. Вот. И вот громадная очередь. Какой у нас сегодня марта? Помнишь? Посмотрим. 16 уже. Как быстро этот так быстро, да? Это... У нас уже сегодня 16 марта. Ясное солнышко. Да, за последнюю, наверное, вторую неделю первый такой солнечный день. И на море штиль. Набережной много людей. На набережной сегодня очень много людей, непонятно, что происходит. То есть сейчас, смотрите, это у нас 9 утра, и поток идет молодежи. Непонятно, опять какой-то, может, митинг или собрание молодежи, видите? Все идут, какое-то мероприятие у молодежи. Видите, все идут в сторону центра. О, сколько! Центра, да, что-то, да, сегодня что-то. Молодежь идет. Не знаем что, ну, может быть, потом в новостях узнаем. Что интересно, вчера, кто видели мое видео, вчера новости, нет, оно еще не вышло, по приезду с бани, я его пущу, там рассказывается о том, что наконец мы вчера закончили благоустраивать могилу Марата, потому что там не хватало памятной таблички. И вот Руслан ее сделал, потому что у него не было инструментов в начале. Но вот хорошо, когда все-таки есть день рождения и есть чего дарить людям. Вот ему подарили машинку. Как называется этот? Дрель по камню, то есть что-то писать. И вот он сделал памятную табличку Марата, но это было не просто так. Ему по ночам что-то стало плохо спать, что-то снилось. И он чувствовал прям, что все это не доделано. Видите, какие мы сегодня культурные, пропускаем. Вот. И что интересно, и когда мы первый раз могилу делали, была плохая погода, шел дождь. И потом второй раз, и вчера тоже приехали. Была вначале плохая погода, но как только мы табличку установили, смотрите, разъяснилось, и сегодня солнышко. И дочка моя вылечилась сегодня.
Ну вот, видите, и у Руслана дочка приболела, Сегодня а сегодня вылечилась. позвонит. Так что, видите, все это может взаимосвязано. Да, это точно. Я вам уже, наверное, надоело с дорогой Ретемно. Но, в принципе, кому как. Некоторые сейчас и уже, наверное, не планируют попасть на Крит с нашими текущими событиями. Мы все так же переживаем вместе с вами. По ночам по 10 раз вскакиваю, быстренько там гляну самые короткие новости. Там, может, что-то глобальное произошло и уже проснусь, а у нас мир. Но, к сожалению, пока ничего этого нету. Пока люди воюют. И вот размышляю, что никогда бы не подумал, что мне, моим детям и внукам придется застать войну. Хотя, это Божья воля. Да, Божья воля, знать бы, каким богам молиться, молился бы. Ну вот, хожу периодически в церковь, ставлю свечки и за упокой, и за здравие, и ну, что-то пока не помогает. Это совсем мало. Когда всему время, Всему время надо. Сейчас схожу за розмарином. Там такой дикий кустик. И нам в баню пригодится. Да, розмарин? Хорошо. ты не сделаешь, и они как отечественного войны. Бензин в Ретемно 2 евро и 19, солярка 2 евро 9. Но еще цены божеские. Я думал, что будет расти очень быстро и много, но пока чуть больше 2. В Португалии тоже так почти. Но смотрю, что уже многие страны обогнало нас по ценам. По-моему, видел, Германия уже больше бензин. Самый недорогой, Крит бензином не сильно радует. Самый недорогой бензин, я здесь 15 лет, наверное, был где-то 1,5 евро. Это самый недорогой был. Дешевле я не видел. Может, 1,45, вот так. Солярка была около единицы, 1,05. Как-то вот так. Ну вот еще одна заправочка, тут такая же цена, да. Что интересно, резко сильно поднялся бензин, не настолько, но дизель очень сильно поднялся. Солярка, да. Сейчас мы в районе Платонии, среда, 9:30 утра. Вот. А в этом году, хотя греки планировали уже с 1 марта открыть сезон туристический. Ну что, вполне, если бы не было войны, может быть, сезон бы открылся. За мостиком у нас Аделианос Кампос. Ну, кто в этом году не сможет приехать, чтобы не забывать Крит, вот периодически буду делать видео и будете видеть, что творится на Крите. Это мы уже в Аделианос Кампос. Шуба Роял. Шуба. Шубом кирдык настал. Начинаешь обращать внимание на всякие ценности. Вот даже увидел море спокойно, уже радость. А раньше приезжал как будто так надо.
И вот Руслан говорит, встречает нас и вас, друзья, море. Критское море. После шторма понабросало тут мусора, но это мы сейчас все приберем. То есть мы моемся не только сами, но и очищаем природу. Сожгем ветки. И сейчас вот здесь будет стоять... Фу, сейчас единственная радость бани. Я уже много делал видео про мобильную баню, но сейчас я вам покажу, за сколько она собирается по времени. Вы видите, я вот из Ретьмана выехал 9:15, сейчас у нас уже без 15. Вот 30 минут я добирался. И сейчас посмотрим, за сколько я поставлю баню и затоплю. Сейчас у нас без 15:10. Семь минут, палатка собрана. Сейчас другая операция. Закрепляем палатку и ставим печь. Палатку установлена, закрепил. Закрепление у нас получилось 30 минут. Палатку собрать, закрепить 30 минут. Сейчас я соберу печку, заодно посмотрите, как она вообще устроена. У меня вариант. Смотрите, вообще трубы насколько все продумано. Спрятаны внутри. Вот они. Периодически нагар, который там собирается, его надо убирать. Я убираю вот так. Смотрите, какой патент. Беру вот так песочек. И вот так, ну, трубы практически чистые, сегодня чистить не буду. Так, вкручиваем ножки. Печка установлена внутрь палатки. Сейчас самое, что не люблю, это уложить камни. Камнями тут тоже не все так просто. Основные камни я заказывал из Греции, как они называют, вулканический камень. Но по мне камень похож какой-то типа вот гранита, как используют для финских саун. Мне пришла коробка 20 килограмм камней. И некоторые камни я насобирал сам. То есть выбирал камни, которые крепкие, стучал по ним. И боялся, что камни, говорят, ну от температуры лопаются. Они действительно лопаются, но не стреляют. Просто он разваливается и все. Вот процесс практически заканчиваю. Камней в печке много не надо. То есть 20 килограмм вполне достаточно. И устанавливаешь камни достаточно, чтобы, желательно, чтобы они были в таком шахматном порядке. То есть дышали, а не наваливать в одну кучу. Чем я топлю баню? Вообще, значит, производитель советует брикетами. Но на Крите проблема с брикетами. Вот такие брикеты остались у меня уже года 2. Я много закупил. Очень удобные дырочки. Они долго и хорошо горят. А сейчас топлю чем попало. Но мне повезло, что много топлю и оливками. Оливы очень хорошо дают высокую температуру. Поэтому вот сейчас разжигаю я брикетом, а потом добавлю оливковые дрова. Спички подарок от моих дорогих туристов. Ну, по факту, как есть, у меня заняло практически час это поставить баню и затопить ее. Ну и вот, друзья, сейчас у нас уже 11:05. Где-то полчаса баня топится.
Внутри, я думаю, сейчас зайдем посмотрим. Думаю, уже около 60 градусов. И вообще встала сегодня в 7 утра. То есть дома у меня сборы в баню занимают 2 часа. Ну, в целом, практически, конечно, выезд в баню — это рабочий трудовой день. Но в удовольствие. То есть целая баня в багажнике машины. Сейчас, как я и говорил, надо пользу принести и пляжу, пособираю мусор. Ну, это так, по-скоренькому, мешок мусора. Можно еще собрать 2 громадных, там, 100-литровых мешка. 10 минут баня топится. Вот такая у нас настоечка. Еще сюда добавлю корочки лимона. Это у нас розмарин. Поддавать. И температура уже, вот я, правда, двери открыл. Уже через полчаса 95 градусов. Ну, 100, потому что дверь открыта. То есть практически уже через полчаса в сауне можно, если кто любитель просто сауны, то есть можно сидеть и греться. Но я люблю, когда камушки протоплены. Крит 16 марта. В 10 километрах от города Ретемно. Вот такие здесь дикие пляжи. Это совсем недалеко от отеля White Palace Эль Греко. Травка критому. Очень съедобная, вкусная травка. Лучше ее мариновать, но можно и в сыром виде. Позже я ее добавлю в салатик. Не спеши, восстанови. Прошла голова? А? Руслан, голова не кружится? Погнали! У нас сегодня будет греческий салат с травкой критом. Вкусная травка. Совсем не крит. Это барракуда. А, и это барракуда, да? Да. А, это ты Морская где, щука. Ты где на спиннинг Поймал, ловил? да, Ты да. где на спиннинг ловил, Да. да? И вот такой вот крит, друзья. Смотрите. 16 марта. Зеленая травка. И у нас на дальнем плане самая высокая гора Псиларитос. 2,5 километра.
Сейчас я ее возможностями современными смартфона приблизим. Крит бани закончилась 16 марта. Хорошая погода. Хорошая погода, стоял целый день. И вот место, где у нас была баня. Пляж чистенький, видите, заодно весь мусор убрали. Всем пока, 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 скриты.